Гиперборея – легендарная страна или выдумка? Гиперборея – это легендарная страна, воспетая в древнегреческой мифологии. Уже не первую тысячу лет. Легенды о ней будоражат умы как ученых, так и поэтов-романтиков. Ведь эта цивилизация была родиной европейского человека, высочайшей по уровню развития и бесследно растаявшей во тьме веков. Ее искали в старых летописях, обрывках мифологии разных народов, физическими рейдами далеко на север, но результатов не добились. Согласно преданиям греков, Гиперборея находится на севере, где-то рядом или даже за Северным полюсом, в месте, где вечно царит весна и солнце никогда не заходит. Это идиллическое место, где обитают счастливые и бессмертные существа. Они не ведают страданий и зла, необычайно мудрые, иногда посещали греческие города. Существует множество легенд и мифов о Гиперборее. Один из них гласит, что в этой стране находится сад Гесперид, где растут плоды, придающие бессмертие. Другой рассказывает о том, что Гиперборея была домом Аполлона, бога солнца и музыки. Есть также предание о том, что гиперборейцы обладали секретом долголетия и могли управлять природными стихиями, летать по воздуху и видеть будущее. Разумеется, это банальный миф о Золотом веке и великих предках. Однако, греческие мифы настолько верили в реальность гиперборейцев, что возникают сомнения, а нет ли в этом рационального зерна. Гиперборейцев каждые 19 лет посещал Аполлон, а сами они периодически приносили дары первого урожая грекам, отправляя своих девушек с подарками, и перестали это делать только тогда, когда девушек подвергли насилию. С тех пор они стали оставлять дары на границе греческих полисов, и те от города в город попадали к адресату. Мудрец Абарис и Аристий, обучавшие греков, считались выходцами из Гипербореи. И такие подробности не характерны для мифов об идеальной стране утопии. Собственно, Абарис был известен как раз тем, что летал по воздуху, лечил людей словом и даже спас Спарту от эпидемии чумы. И на этом заканчивается известное о Гиперборее с точки зрения мифологии. Только в XIX веке о северной стране снова вспомнили философы и ученые. Она использовалась в построениях теорий о происхождении человечества, европеоидов, древних арийцев, после чего идея Гипербореи прочно вошла в пантеон разного рода околонаучных теорий. Это быстро оформилось в канон. Некая высокоразвитая северная цивилизация именовалась Гипербореей, занимала огромную часть севера Евразии, и ее население было вынуждено уйти на юг после затопления Гипербореи или резкого похолодания климата. Затем оно стало родоначальником белого человека, однако утратило огромную часть своих мистических знаний в ходе катастрофы. И знамя Гипербореи понесли разного рода полумошеннические философы, мистики, оккультисты, от никому неизвестных писателей-романтиков до вполне знаменитых Елены Блаватской, Рериха или современного Михаила Задорнова. Отдельной строкой нужно упомянуть любовь к гиперборейской теме руководства нацистской Германии, видевшей в ней прародину арийцев и немцев, чья задача вернуть родовые земли и гремящую мощь расы на прежнее место. В России гиперборейская теория стала популярной в среде неязычников, оккультистов и националистов, которые как копировали взгляды Третьего Рейха, так и разрабатывали свои теории, где уже славяне, а также тюрки – это потомки гиперборейцев, правда с теми же задачами, как у Германии, и той же расовой исключительностью. Под видом научных публикаций гиперборейская идея популяризировалась в околонаучных журналах, кружках философов, даже довольно близких к текущей власти, как, например, Александр Дугин. В общем виде русские последователи идеи добавили к ней только исход гиперборейцев на юг Сибири и Урала, либо в Семиречье, согласно текущим гипотезам о прародине индоевропейцев. А уже оттуда они начали расселяться дальше, неся свет знаний на своих колесницах и копьях, плавно перетекая уже в миф о славноарийцах. А может быть, они правы,
и знают сакральную правду. Вот несколько аргументов, которые могут поддержать идею о том, что Гиперборея могла реально существовать. Мифология. Старинные мифы и легенды часто содержат элементы истины, и некоторое количество цивилизаций, включая древнегреческую, упоминают Гиперборею. Также о северной прародине помнят брамины ведических культов, как месте исхода на юг, в Индию. Северные земли исследованы археологами плохо, и, возможно, какие-то остатки древней цивилизации скрыты от нас по причине сложности климата и больших расстояний. Ряд мегалитических построек известен на севере Евразии, которые могут быть как делом рук человека, так и результатом геологических процессов или движения ледника. Наличие в Северном океане островов вполне допустимо, хотя крупный континент там едва ли мог существовать. Другое дело Кольский полуостров, Таймыр, Камчатка, где нередко помещали Гиперборею современные исследователи. А вот тезис о том, что греки и индусы узнали о полярном сиянии, полугодовой зиме и лете, полярной ночи и замерзающих реках только лишь потому, что сами жили в тех краях под именем гиперборейцев, не выдерживает критики. Купцы, знания соседних народов, путешественники отлично передавали знания о самых впечатляющих явлениях природы, без необходимости там проживать. А что же говорят критики Гипербореи, не более ли разумны их аргументы? Географическая несостоятельность. В древнегреческой мифологии Гиперборея указывается на севере, за Северным полюсом. Однако, ледяной дрейфующий океан существовал там тогда и задолго до греков, и не был пригоден для существования человека и цивилизаций. Отсутствие археологических и исторических доказательств. Несмотря на многочисленные исследования и попытки найти следы Гипербореи, не было найдено археологических находок, соответствующих описанию легендарной страны. Невразумительные камни, подозрительные геоглифы – это все, что удалось найти энтузиастам. Но имеют ли они отношение к Гиперборее – большой вопрос. Отдельный момент, как существовала, строила и отапливалась цивилизация в столь суровом климате. Нет дерева для строительства, огромные камни на севере России непригодны для современных технологий зодчества. Нет ресурсов для отопления зданий. А как же жили тогда люди, ведь климат был там суровым задолго до выхода человека из Африки. Геологи отрицают существование крупных континентов и даже островов в Ледовитом океане, также неизвестны глобальные изменения береговой линии в историческое время, чтобы говорить о катастрофе, приведшей к упадку Гипербореи. О северной цивилизации ничего не знают ее потенциальные соседи – палеоазиатские и финно-угорские народы. Более того, неизвестна о миграции народов с севера на юг в Азии, что кажется удивительным, но факты таковы. В итоге, Гиперборея может продолжать привлекать внимание и воображение людей, но отсутствие конкретных научных данных и фактов о ее существовании указывают на то, что это скорее мифологическая и вымышленная страна, чем реальное географическое место. В любом случае, Гиперборея остается прекрасной частичкой древнегреческой мифологии, символизирующей идеал счастья, гармонии и превосходства. Эта легендарная страна стала источником вдохновения для многих художников, писателей и музыкантов и продолжает волновать наше воображение до сих пор. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.